Мы приехали в аутлет «Городок». Я уже то, что хотела, нашла. Валерий тоже себе нашел. Доброе утро, воскресенье. Ну, посмотрите, что у нас. А утром было 3 сантиметра снега. И уже писали в группе, что здесь прям коллапс. Не знаю, какой именно. Вот. Ветер холодный, очень похолодало. 3 дня просто холодина. Выйти вообще нет желания. Поэтому сидим дома. Всем привет, воскресенье. Как вы уже поняли, мы приехали в аутлет «Городок». Уже скоро к Черной пятнице. Уже хорошие, очень скидки, прям хорошие. И 25, и 50. И, в общем-то, пока еще не разобрали, пока еще как бы это только начало, мы решили со знакомыми приехать, посмотреть. Атмосфера вообще неимоверная. Уже все украшено, уже все к Рождеству подготовлено. Людей много, но мы специально приехали во второй половине дня, чтобы не попасть в вот эту вот толкучку чересчур. Потому что машин все везде занято, парковки заняты. Конечно же, все хотят успеть на начало. Вот, пока еще хороший ассортимент. Девочки, нашла то пальто, которое хотела. Смотрите, правда, я хотела еще длиннее, но в принципе не надо. Потом увидела вот такие вот брюки синие. И вот еще хочу померить вот такой вот свитерок. Такой вот бренд. Так, ну, я уже то, что хотела, нашла. Не успели зайти, уже все. Уже нашли. Хочется же еще погулять, Валерий. Валерий тоже нашел себе вот свитерок. Валерий тоже себе нашел тоже вельветовый. Я вам скажу, лекала вообще обалденные. Я даже тоже на себя надела, именно что в поясе, что, ну, что обрезать не нужно, на рост, что само лекало как на бедрах сидит, вообще класс. Валер, что ты застыл? Ну покрутись хоть. Застыл как, не знаю, деревянный. Класс. Вообще. Одела легкую курточку сегодня, потому что ехали в машине в пуховике, вот так кушкаться я вообще не люблю, знаете, сидеть там, жарко, печку включили. Взяла вот на всякий случай шарф, чтобы на улице замотаться, ну и... Так, мы приехали опять в вот этот китайский ресторан. И вот посмотрите, здесь какие продукты для гриля. Ты все выбираешь, что тебе здесь нравится. Еще были креветки. Наверное, вон они. Смотрите, какие хорошие. Выбираешь и готовят. Вот здесь вот рядом. Какая красота. У нас, кстати, сегодня же годовщина. Мы никуда не уехали из-за погоды. Вот. Потому что холодно. Ходить где-то, поехать и ходить, слоняться. Так, это все тоже для гриля.
Где-то здесь была лапша вок, что-то я ее не вижу. Поменялась местами. Так вкусно здесь, просто неимоверно вкусно. Это фрукты. Но мы приехали уже позже. Уже через пару часов будут закрывать. Вот оно, вкуснятина. Класс. Так, мы приехали со знакомыми. Я взяла себе вот этой вкуснятины. Потом взяла вот рыбку. Взяла суши попробовать. И, по-моему, это крабы должны быть в темпура. Вот. Ну, у Валерия там все жарится. Ну и ребята взяли тоже всего понемножку. Сейчас вино. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. У нас сегодня 18 лет с нашего бракосочетания, скажем так. Винцо. Это твое. Как его? Но мы с Валерием уже отказались, чтобы нас знакомые подвезли. Решили немножко пройтись до станции метро, до нашей. Вы поглядите, какая красота. Походу здесь это озеро. Посмотрите. Своего рода даже небольшая лунная дорожка. И на вот такой вот широкая парковая зона. И здесь очень красиво. Понятное дело, я ночью здесь никогда не была. И иду, я просто восхищение. Вот такая вот аллея, которая с фонарями. Осень, вот эти вот листья. Ну, романтика же. Вон мой муж с пакетиками. Пошопились. Короче, знаете, годовщина удалась. Лучше я бы себе и не хотела бы, наверное. Вот вы знаете, что я заметила? Когда ситуацию отпускаешь, и ничего ты от нее не хочешь, не строишь никаких там сумасшедших планов, вот я уже поняла, что я не хочу нашу годовщину никуда ехать. Никакие Кёльны, никакие Амстердамы, потому что прогнозы везде дожди, везде холодно. Думаю, господи, приехать в другой город, туда ходить, знаете, холодно, искать постоянно, куда бы зайти, его тепло погреться. Думаю, зачем нам мне такое надо? Тем более годовщина, знаете, мы даже несколько лет вообще ее пропускали и даже забывали ее вообще про этот день. Думаю, да никуда там, знаете, как говорится. И все, и отпустила. Еще муж сегодня утром встал, говорит, давай, может, там шампанское, торчки. Я говорю, боже, не хочу, не надо. Я не хотела, чтобы он никуда шел. Дождь утром был. Не дождь, а было холодно. Такой, и в итоге так, день сложился наилучшим образом. Когда ты не парился, когда ты ничего не притягивал за уши. То есть, ну, ты не переживал, вот там, надо, что-то надо, что-то надо. Все сложилось просто шикарно. Позвонили знакомые, предложили поехать в Нидерланды. Вот, а нам нужно было, потому что мне нужно было пальто. И мы вообще еще такой красоте повали, купили то, что нужно. Еще и поужинали, еще и в компании. Короче, все круто сложилось. Я довольна. День получился шикарный. Еще и подарочки мне Валерий надарил. Даже больше, чем мне того бы хотелось. Правда.